Всем привет, с вами Андрей. Сегодня очередная серия охота за сокровищами. Давайте пройдемся по барахолке и что-нибудь, если повезет, найдем и купим. Так что погнали. Мы заходим на барахолку, я сразу вижу, есть картины. Сейчас подойдем и посмотрим, что там интересного продают. Там, да, сидят детки, сидят интересные. Можно выкинуть, это фанера наклеена. Просто наклеена. Так себе, конечно, наклеили. И плюс еще край облезлый. Жалко. Так симпатично смотрится. Самое интересное, что сегодня не так много людей, как обычно. Видно, погода всех испугала, потому что на улице ветер и тучи. Ну да, прохладно. Ну, в принципе, мы оделись тепло, так что пойдем будем смотреть. Разные декоративные штучки продают. Давайте посмотрим. Ну да, холст старый. Даже подпись есть. Кто-то подписал и здесь. Но качество так себе. Тут много разных латунных изделий. Ну, в основном декорация. Да. Я просто смотрю. Ух ты, это что такое? Подставка под книги. Наверное, очень старая, интересная. Ставилась на стол. Есть регулятор. Но она из чугуна, по-моему, или металл. Was kostet? Okay. Was kostet sowas? 50 Euro. Okay. Diese 40. Okay, danke. Да, она уже немножко испортилась. Хороший столик, но нет ключа. И даже открыть невозможно саму. Это вот так. Надо замок полностью поменять. Но вот это тоже интересно, да? Ну, с ним работы много. Вот рядом стоит столик. Тоже покрытие хорошее, но уже трещины насквозь. Хорошие тарелочки. Ну, можно купить матрешки неполные. Интернет 400. Was kostet sowas? 30. Mhm. Das ist alt, der beides. Ja.
За 30 евро можно купить зеркало и расческу. Или это щетка. Вам показать зеркало. Вообще красивая рамка была когда-то, но умный человек решил насквозь просверлить шурупом это зеркало, присобачить к стене. И получается вот эта теперь вся конструкция просто болтается и дырка. Ну вообще испортили зеркало. Я бы его мог бы даже и купить, но с ним возиться точно не буду. И внизу тоже дырка есть. Что люди творят, непонятно. Увидели лампы, думали, они такие старые, были в 70-х годах лампы, но я посмотрел, на обратной стороне есть наклейка с Баухауса, то есть это строительный магазин в Германии раньше был. Так что они не такие старые, как кажутся. Можно вот такой купить, хотел сказать замок, нет, это крепость из пластика. А это столик, он тоже оригинальный. Was kostet Tisch? 50 евро. Ja. Ну, новая. Ну, он говорит, что это старое, это новое. Но он уже тогда 50 не стоит. Das wird schon weniger. Das ist kein 50er jetzt. Ah, ja. Ja, okay. Но это уже не взяли антиквары, которые с утра приходили. Почему-то оставили, видно, не котируется. Хотя это не оригинал, это, наверное, просто репродукция на картоне. Фотокопия. Да. Но это, по-моему, рисованное. В пределах 50 евро, думаю, будет стоить. Вот и увидели картину, на фонаре рисованная. Но тут, смотри, пару есть точек, видно. Придется реставрировать, немножко закрасить и рамку сделать. Ну, можно, в принципе, ее сделать. Но рама, она плохая, потому что здесь придется клеить, и здесь царапины есть. Drei ist Rama kaputt, da muss die neue. Вот еще одна картина. Взяли тоже оригинал. Была написана в 86 году. И рамка в хорошем состоянии. Ну что, ребятушки, мой следующий джекпот. За 15 евро купил вот такую картину. Это репродукция, но это очень хорошая репродукция. И самое главное, что она висела Вашингтон. Есть даже специальная табличка. И вот стоит мисс, извиняюсь. То есть это картина с галереи, с Америки. И я вот за 15 евро взял. Подсолнухи красивые, но видно, что холст старый, да. Его попробовать почистить, может быть, будет посветлее, нет? Уже не получится. Ну, да, мне тоже не понравились. И сам холст потрепанный, нужна красивая рамка. Я думаю, что меньше 50 не продаст. Вас костит? Я. Даже 70, больше, чем я думал. Данки, я думал за 50. Но это антиквар приехал, у него всегда дорого. Он знает цену своим картинам. А мы идем дальше. Картины, они везде лежат. Кто-то знает цену, кто-то нет. Надо просто ходить, смотреть. Ну и так. Стул красивый стоит, я вижу. Необычный. Показываю красивый стул. Его, правда, уже червячки подъели. Дырок понаделали, но все-таки оригинальный. И он очень старый. Ну, это магазинный. Я думаю, что это просто уже на фанере, может, как печать. Да, картин много, надо просто смотреть. Тоже фанера.
Но интересный такой пейзаж, красивый. Старенькая картина. Есть подпись. Кто-то, видно, сам рисовал. Но немножко полотно тоже в плохом состоянии. Такие необычные стулья стоят. Видно, специальные для огорода или сада. И сюда можно какие-нибудь мягкие сидушки еще положить. Но, блин, они вечные. Их покрасить и все, и они будут стоять. Так, это у нас с Османской империи. Вот этот чайничек. Я уже такой покупал. Вас сколько за вас? 25. Он говорит, что 100 лет ему. Да я знаю, я же такие уже покупал. Фюнцин. За 20 евро. Ну вот, ребятушки, моя следующая покупка — это чайник времен Османской империи. Так что удачная покупка. Я знаю, сколько это стоит. Эти лошади, они стоят дорого. Тоже интересный экземпляр. Was kostet Pferd? Honda Drassi. Я бы купил, но я свои деньги уже потратил. Я вам скажу, что один 130 стоит только. Это немножко другая модель, но он поновее. У этой лошади не хватает качалки, как специально закручивается. Ну и опять же болтов нет. Хвост не полный. Они 130 не будут стоить. Состояние больно плохое и не все. Ну как антиквар можно взять там, продать за около 100 евро. Картина хорошая была когда-то, но ее порвали. Was kostet Bild? 10 евро. Нет, не буду брать. Я думал из-за рамки взять, но рамка тоже ходит ходуном. Кстати, можно купить вот кожаные плащи, куртки, штаны и ходить здесь уже по барахолке, как такой солидный антиквар. Короче, можно что хочешь купить. Вот старые тетради с нотами также продаются. Красивые шахматы стоят, показываю вам. Фигуры сделаны из латуни. Это уже очень дорогие шахматы считаются. Рыбница, доза с рыбой 81 года за 5 евро можно купить. Табличка. Вот еще старая табличка на немецком языке. А где часы? Наверное, вон они лежат. Часы в таком состоянии можно просто выкинуть. Ну, я не знаю, кто их будет ремонтировать или восстанавливать. После барахолки я решил заехать в магазин, так как раму, которую я купил, нужно реставрировать. У меня есть гипс, но нет у меня специальной краски, потому что краска не простая, это акрил, и она позолочена с местами старения. Значит, нужно, соответственно, такую краску я нашел в магазине, вот взял набор, и вот специальный инструмент, буду им, короче, заниматься реставрацией
рам. Так что все на сегодня. Хорошая такая прогулка была. Купил раму, купил инструмент, краску. Теперь есть чем заняться. Так что давайте смотрите видео, подписывайтесь. С вами был Андрей. Всем пока.